гуляем по выставке, понаходим разных людей и поспрашиваем у них интервью, кто здесь есть, посмотрим блогеров, кто здесь есть. Вот здесь стоит Миша Вейпок, сейчас мы его поймаем и тоже его поспрашиваем. Миша, скажи пару слов, в чем секрет успешного вейблога? Ты сейчас у меня это спрашиваешь, да? Ну, вообще, конечно, у тебя 20 тысяч подписчиков. Многие реально об этом мечтают. Я, конечно, понимаю, что это не 270 москита, например, но у него своя тематика. Ты 20 тысяч набрал как? Я не знаю, каким образом это произошло. Не, ну просто я стараюсь разговаривать с человеком, ну, напрямую. Как бы кто-то говорит, что это моя фишка. Просто мне гораздо проще, как будто я своему другу объясняю, как в этом во всем деле разобраться. Стараюсь каждому человеку помочь, стараюсь по-человечески относиться со своими подписчиками, не материться в кадре, там, хоть я по жизни самый матершинник, очень страшный. И ну, просто я не знаю, как это произошло, вот и все. Наверное, стрельнуло и все. Ну и опять же сыграла дольку, наверное, необычность и то, что это не просто канал чувака в квартире, а это какой-то дурачок из коробки. Наверное, вот это тоже сыграло свою роль. Скажи, пожалуйста, вот если бы сейчас какой-то новый человек начинал, мечтающий сделать блог, вейблог, ты бы ему какой один совет бы дал? Один из самых первых советов, когда снимаешь, смотреть в камеру, а не в экранчик, который рядом, то есть не вот так, как будто ты разговариваешь непонятно с кем, а смотреть именно на человека, чтобы человек видел твои глаза. И стараться, конечно, резать это все, но стараться перед тем, как что-то говорить, до этого формулировать свою речь. А еще лучше писать все, что ты говоришь, так обзоры будут намного информативнее и качественнее. То есть заранее прописывать сценарий своего обзора. Спасибо, Миш, успехов на выставке. Где-то здесь я еще видел Дуд Кинга. Здесь есть Боб. Сейчас пойдем их поищем, найдем, у них поспрашиваем то же самое. Привет. Привет. Рома Хайвей. Саша Кин. Да, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, в чем секрет успешного видеоблога, вейблога? Я сначала думал, что это у тебя такая электронная странная тема. Успешного вейблога? Я думаю, качественная картинка. На качество обычно зритель как бы он начинает смотреть, а дальше ты уже толкаешь свою тему, и зритель понимает, что ты делаешь что-то годное. Скажи, вот если бы был какой-то человек, сейчас многие мечтают стать блогерами, да, вейп прикольная тема. Если бы он только начинал делать свой блог, какой бы ты ему один совет самый главный дал? Не делай то, что уже есть. Делай что-то уникальное свое, Да, придумывай. потому что типа смысл плодить одно и то же. Это странно. Спасибо, успехов. Пожалуйста, вам там. Приветствую. В чем секрет успешного вейблога? Как ты думаешь? Секрет успешности где угодно зависит лишь от оригинальности. Оригинальность, если что-то новое привносите, какой-то новый контент, какие-то новые идеи, какая-то новая подача, соответственно, вас смотрят, вами интересуются. Вот так. Если сейчас много людей мечтают стать блогером, прикольная профессия, если вот новый человек хочет блогером стать, какой бы ты ему главный совет дал? Совет? Да. Во-первых, это полное раскрепощение на камеру, потому что если ты сидишь и сам как бы такой, блин, я не люблю я вейпинг, но вроде как бы надо, такая сфера развивается, тоже плохо. Во-вторых, это речь, конечно же, потому что если ты несешь хрен знает что, хрен знает как, тебя сложно слушать и вообще понимать. То есть сразу человек уходит, типа, блин, что он несет, я ничего не понимаю. Вот. Ну, как вот такие два совета. Спасибо. А у вас есть вейп? Конечно, ноги с собой. Карманов мало. Какая у вас любимая жидкость? Валя? А у вас? Да. Кто бы сомневался. Спасибо, девчонки, успехов. Привет. Вопрос. От блогера блогерам. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в чем секрет успешного видеоблога, вейп-видеоблога? Вейп-видеоблога? Если ты девочка, сиськи. Если ты мальчик, информативность, подача
и твоя фанатическое отношение к этому делу. То есть, если ты разбираешься, если ты сам паришь, то все хорошо. Скажи, пожалуйста, вот сейчас многие люди, им нравится вейп, они хотят стать блогерами. Если вот какой-то новый человек хочет стать вейп-блогером, кто бы ты самый главный бы ему совет дал? Блогеру. Вообще для любого блогера очень важен звук. Если у вас нет звука хорошего, вас смотреть не будут. Первое дело для блогера это звук, второе дело свет и уже третье оборудование и все остальное. Потому что можно снимать на веб-камеру и вас будут смотреть, если вы будете говорить по делу. А вот этот по делу, оно где оно, там звук, дело выше, чем звук, то есть смысл? Или все-таки звук важнее, чем смысл, картинка? Не, ну конечно смысл он важен, просто если ты будешь говорить очень правильные вещи, какие-то очень толковые вещи, и тебя не будет слышно, будет беда. То есть нужно, естественно, говорить что-то по делу, и вас должно быть хорошо слышно. Это первостепенно. Уже потом постепенно, когда канал растет, когда будешь чувствовать свои силы, можно уже вкладываться в технику, в свет и в камеру. Спасибо, успехов! Привет, Рома Хайвей. Общались. Нигмары. Боб, скажи, пожалуйста, в чем секрет успешного видеоблога? Бля, ну на самом деле успеха нет. В принципе, можно стараться сколько угодно, но ты до последнего будешь говном, и никто тебя не будет смотреть. Чем больше стараешься, тем меньше тебя смотрят. Чем меньше стараешься, тем, блядь, больше тебя смотрят. Это парадоксально, люди привыкли кушать говно, и поэтому привет всем говноедам. Вот и все. Скажи, пожалуйста, вот сейчас много людей там мечтают стать блогерами, блогерами. Но все же, какой бы ты им один совет мог дать, чтобы у них стартануло? Не лезьте, блядь, она тебя сожрет нахуй, это ютубина сраная, блядь. Не, на самом деле, ну какой, блядь, дать совет людям, если у меня у самого не канал сотка? Ну, многие какой мечтают дать совет? о тысячах, о десятках тысяч. Не, на самом деле многие мечтают стать мной, но есть уже я. Ну, блядь, что сказать? Да хуй его знает, вот серьезно. Очень часто у людей нету своего стиля. То есть какой-то, блядь, Паша Пряников, который сидит на диване и что-то там себе под нос, блядь, бубнит. Как будто вот, знаешь, он это рассказывает сам себе. Ну, серьезно, нахуй мне смотреть такое? Ну, вот мне это не интересно. А если есть что-то действительно интересное, и это интересно не только тебе, а это очень сложно эту ноту поймать, тогда тебя будут смотреть. Спасибо, успехов на канале.